Привет, и это Speedpaint. Я никогда не делала подобного видео, так что после просмотра, пожалуйста, напишите в комментариях, понравилось ли вам подобное видео. Если вы следите за моим инстаграмом, то вы знаете, что я сейчас фанатею по Академии Umbrella. Я посмотрела весь сериал, который вышел, и мне очень захотелось купить этот комикс. Если кому-то интересно мое мнение об этом комиксе, скажу, что он достаточно интересный. События происходят почти что как в сериале, но чуточку все-таки по-другому, и от этого даже интересней. И в этом комиксе хорошо описаны характеры персонажей, особенно пятого. Вообще, я очень люблю комиксы, и у меня есть небольшая коллекция, и нравятся они мне не только из-за сюжета, но и то, что ты можешь подержать вот в руках какую-то частичку, я не знаю. А еще мне нравится то, что в конце каждой главы, особенно в этой книге, в этом комиксе, есть скетчи художников, как они рассказывают, как они разрабатывали персонажей, какие-то маленькие истории. И это очень интересно, особенно мне, как художнику в кавычках. И я подумала, почему бы мне не перерисовать какую-либо картинку из комикса в своем стиле. Я поставила некоторые закладки на моменты, которые мне понравились, и решила начать с вот этой. И сейчас будем рисовать пятого, только его, без Погу. Только пятый, only five. И пока вы будете смотреть этот прекрасный Speedpaint, хочу рассказать вам маленькую историю, чтобы вам не было так скучно. Я верю в мистику и вообще люблю все мистическое. И фильмы ужасов про призраков, и все видео на ютубе посмотрела мистические. Также люблю убийц и так далее, всякие расследования, но сейчас не об этом. У меня как-то раз случился сонный паралич, это было летом. Не в этом году, я уже не помню, когда это было, но утром все уходили на работу, и я четко слышала это, но через некоторое время, я не помню, я легла спать, но через некоторое время я услышала, как звонит телефон. И я слышала шаги, как будто бы кто-то идет в мою комнату, чтобы взять телефон. И кто-то говорил, я даже подумала, что это был мой брат старший. Но он вроде бы тоже уходил на работу утром. Я это четко помню. И я, получается, пытаюсь открыть глаза и вижу все как в тумане. Вижу какого-то маленького человечка, который тянется за телефоном, и я ничего не могу сделать, не пошевелиться, ничего либо сказать. Я пыталась приподняться, чтобы посмотреть, точно ли я его вижу или нет. И я не могла встать, ничего не могла сделать. Мне было страшно, если честно, немного. И все, что я сделала, это тупо легла спать обратно. Да, я просто уснула обратно, потому что я больше ничего не могла сделать. Но я его видела, четко видела. Ну, может, не совсем четко, размыто, но это точно что-то было. И я недавно смотрела видео про сонный паралич и все такое. И там люди рассказывали, что чаще всего при сонном параличе люди видят старуху, и некоторых она даже пыталась душить. Слава богу, у меня такого не произошло. И вот когда я проснулась, ничего не было. Проснулась я уже где-то в 12 часов дня. Я еще сразу, как только смогла встать, посмотрела внимательно в сторону стола, нет ли тут никого. И потом подумала, что, возможно, мне это приснилось. Но когда я рассказала об этом маме, она сказала, что у меня был сонный паралич. И я начала все про это читать, изучать. Достаточно интересно, потому что сонный паралич все еще не изучен до конца. И пускай мне нравится вся эта мистика, вся эта загадочность, это все интересно, но я не хочу с этим сталкиваться, я не хочу с этим встречаться, я не хочу это видеть, я не хочу видеть этих призраков домовых и так далее, потому что мне просто-напросто страшно. Даже если они мне не желают зла, я боюсь, но мне интересно.
Поэтому я смотрю видео на YouTube, я люблю ужастики. Вообще, жанр ужаса — это мой любимый жанр. Я, наверное, уже почти все фильмы ужаса посмотрела, которые только знаю. И теперь ни один фильм ужасов не внушает мне какого-то страха. А еще у моего брата жена, и она видит призраков домовых. Она может входить в астрал, как она рассказывает. Но она, как она говорит, астрале, она тоже не может ни пошевелиться, ничего сделать. И она достаточно часто что-то видит. И вроде она видит домового, как она рассказывала. Особенно у себя дома. Она рассказывала, что когда была маленькая, слышала какой-то шорох на кухне. Она пошла проверить ночью. И зайдя на кухню, она увидела, что на полу сидит какой-то черный силуэт маленький и играется с ножницами. На ее бы месте я бы просто убежала с криками. А она пошла обратно в свою кровать и уснула. Капец. И она говорила, что это было не раз. То есть она часто в детстве видела вот эту вот сущность, и он часто к ней во снах приходил, и она говорит, что очень боится спать у мамы в доме, когда она приезжает к ней там погостить. Она очень боится там спать, и поэтому спит всегда с мамой. А когда она начала жить у нас дома, она рассказала, что тоже к ней приходил наш домовой. На самом деле мне все это так интересно, слушать ее рассказы вот эти вот про домового. Но я боюсь. Я не хочу его видеть. И потом еще брат что-то тоже там начал видеть. Но я не вдаюсь в подробности. И вообще, напишите в комментарии ваши какие-нибудь мистические истории. Мне будет очень интересно почитать, потому что я обожаю что-то связанное с мистикой, особенно если это реально с кем-то случалось. И вот Speed Paint уже подходит к концу. Честно говоря, я им не очень довольна. И фоны я вообще не умею рисовать, но я пытаюсь. Ну, вроде похож на пятого. Вообще, моим любимым персонажем является Диего, но после второго сезона он какой-то стрёмный, и меня бесит тёлка, с которой он встречается. Поэтому все, любовь прошла. А этот момент я хотела выложить в ТикТок, но так как видео вышло очень длинным, я решила его вставить сюда, но, к сожалению, я сняла его вертикально, поэтому съемка вот такая вот. Здесь я хотела показать свои покупочки, ничего так не радует меня, как ходить в художественные магазины, в канцелярию и так далее. Думаю, я не одна такая. Это мои любимые наклеечки из Оно и Детройт. Здесь я показываю, как оформляю свой новый скетчбук, который очень хочу начать, но я еще не закончила свой скетчбук с Гарри Поттером, карта мародеров, поэтому я сначала закончу тот и приступлю к этому, но этот скетчбук я уже немножко оформила. Я купила себе гуашь, потому что я хочу освоить этот материал, особенно в портретах. Но в последнее время у меня руки чешутся, чтобы нарисовать какой-либо портрет. Я недавно в Инстаграм выложила, как нарисовала Драко Малфоя. Я не очень им довольна, есть куда стремиться, но для первого раза я считаю это неплохо. Я уже провела тест бумаги на разные материалы, и я не очень им довольна. Бумага очень тонкая, но это хорошо для маркеров, потому что тонкая бумага не съедает много чернил. А гуашь ложится здесь хорошо, что не скажешь об акварели, потому что акварель просто отвратительно лежит на этой бумаге. Плохо размывается водой, после высыхания выглядит ужасно. Я очень расстроена, потому что я люблю рисовать акварелью. Иногда хотелось бы ей поразвлекаться, но
Что ж, я надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И хочу сказать, что скоро я сделаю новый аниматик. Буду кидать спойлеры в Инстаграм. Спасибо за просмотр. Пока!